Здравствуйте всем! Сегодня мы поговорим о невероятно удобном и функциональном программном продукте, который называется ClassPoint. Этот инструмент призван внести в ход занятия элементы интерактивности и в целом сделать занятия более запоминающимися. Особенно мы рекомендуем к изучению этот инструмент тем, кто преподает гибридные курсы, в рамках которых вовлечение в работу в классе тех студентов, кто находится удаленно, особенно актуально. ClassPoint — это интегрированное решение для Microsoft PowerPoint, таким образом работающее внутри PowerPoint, которое позволяет превратить презентацию в интерактивный урок. Огромным плюсом ClassPoint является то, что вам для проведения опросов не потребуется выходить из презентации. С его помощью вы легко сможете добавлять вопросы прямо в ваши слайды, получать мгновенные ответы от учащихся и таким образом оценивать их понимание материала в реальном времени. Прекрасной особенностью ClassPoint является возможность учащихся отвечать на вопросы с использованием любых собственных устройств, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки. Сколько это стоит? Есть ли ограничения? Приложение имеет бесплатную версию, которой должно хватить большинству из вас. Какие у него ограничения? Во-первых, это возможность создать только 3 класса или группы студентов. Ограничение по количеству студентов в группе, а именно не больше 25, и ограничение по количеству интерактивных вопросов презентации, не более 5. Но, как мы уже сказали, большинству должно хватить этого набора. Как будет построена наша сегодняшняя деятельность? Сначала я кратко продемонстрирую вам работу ClassPoint как со стороны преподавателя, так и со стороны студента. Далее я покажу вам, как устанавливать на свой компьютер это приложение, отвечу на вопрос про его установку на интерактивных панелях. Затем я подробно рассмотрю работу каждого из инструментов внутри ClassPoint. Итак, давайте разберемся, как ClassPoint может преобразить ваш опыт преподавания и опыт обучения студентов. Рассмотрим возможности интерактивных элементов ClassPoint, встраиваемых в PowerPoint презентацию, а также те, которые напрямую не встраиваются, но их можно использовать во время презентации. Итак, вы сейчас видите на экране и экран студента, и экран преподавателя. Правая половина экрана – это будет сторона преподавателя или то, что он показывает на интерактивной доске, например. Левая сторона – это то, что мы видим со стороны студента. В данном случае студент заходит на компьютере, но это точно так же может быть и телефон. Итак, со стороны преподавателя мы запускаем презентацию в режиме слайд-шоу. Обратите внимание, что каждый раз преподаватель, который запускает презентацию, должен смотреть, для какого класса он ее запускает. В данном случае у меня класс имеет код BBB-Note. Студент, который предварительно также был внесен в список студентов этого класса, должен написать сначала код класса, а затем собственное имя. У меня уже есть заготовка, поэтому я буду выступать в роли Матяша. Студент на своей стороне будет видеть копию презентации. Это огромный плюс, особенно для тех студентов, у которых не самое лучшее зрение. И им будет гораздо удобнее, чем смотреть на экран, если тем более они сидят от него довольно далеко. Итак, у нас в презентации сейчас я покажу работу этих самых интерактивных элементов. Встречаются они, начиная уже с 4 слайда. И вот первый же самый слайд, на котором у меня есть интерактивный элемент. Это вопрос довольно простой в качестве демонстрации. Что из этого является красной планетой? Итак, я запускаю опрос. И это опрос типа Multiple Choice Question. Как только я его запускаю, у студента, на стороне студента, появляется возможность ответить, появляются опции. И также со стороны преподавателя мы пока видим, что идет сбор данных. Действительно, ответов еще пока нет. Что может в этот момент сделать преподаватель? Он может нажать вот здесь, и тут у нас как раз и появится QR-код, который может ввести студент, чтобы попасть на страницу опроса.
еще раз, либо введет адрес страницы и код класса, либо вот все то же самое, только через QR-код. Итак, на стороне студента представим, что я вот отвечу «Земля», например, и скажу «Submit». Вот обратите внимание, что сразу же на экране преподавателя показывается, кто как ответил, но на самом деле можно этого и не делать. Например, если вы хотите, чтобы результаты, которые показывались на экране, не влияли на тех, кто еще не ответил. В этом случае вы можете респонсы скрыть. То есть у вас будет показано, сколько человек ответило, но не будет показано, как они ответили. Если вы нажмете на верхнюю область с указанием количества ответивших на тот или иной пункт, вы увидите, кто именно так ответил. Что еще здесь есть? Пойдем дальше. Ну, это другой тип работы. Это slide drawing. Когда вы прямо на картинке можете что-то отметить, можете что-то дорисовать, ну и так далее. Вот я придумала такой вариант работы. Предложите, каким образом лучше обрезать фотографию. Ну, например, для тех, кто ведет композицию фотографии. Slide drawing. У студента, переходим к нему, появляется возможность что-то с этой фотографией сделать. А именно, он может что-то написать маркером, толстым, тонким, отметить или какой-то текст, отменить свои действия, ну и небольшой выбор цветов. Ну, в данном случае задача достаточно понятная. Предложить, как лучше обрезать фотографию. Соответственно, нам нужна такая форма. Ну и дальше, например, я укажу вот такой вариант. То есть, как мне кажется, фотография будет выглядеть лучше, если ее обрезать, ну вот как-нибудь вот так. Все остальные элементы лишние. Мое мнение такое. Submit. На стороне преподавателя появится изображение, которое я предложила, и он может, кстати, открыть его на весь экран и продемонстрировать, и дать свои какие-то комментарии на этот счет, также вознаградить меня звездочкой. Это был инструмент Slide Drawing. После того, как вы закроете все Submission, можно загрузить все эти изображения и потом со студентами поделиться, если, опять же, это необходимо. Следующий инструмент – это короткий ответ. В данном случае я задала вопрос, какие навыки вы планируете приобрести по завершению курса. И дается вопрос студентам. Студент, заметьте, я дала возможность именно в этом вопросе ответить трижды. То есть написать 3 коротеньких ответа. Ну, предположим, напишем что-нибудь очень простое. Например, вот такой. Со стороны преподавателя мы увидим, кто и что ответил. Кстати, есть возможность в некоторых таких вопросах не показывать, кто конкретно что ответил. Замечательно. Вознаградим всех. После того, как все ответили, вы, кстати сказать, можете их ответы превратить в готовый слайд. Это функция Insert as Slide. Если я на нее нажму, получится следующее. У меня появится дополнительный слайд, на котором будут имена и, собственно, что студенты ответили. Следующий тип – это облако слов. Облако слов – достаточно понятный инструмент, я думаю, ничего нового. Здесь я вставила цитату и предлагаю студентам указать, кто бы мог быть автором этой цитаты. Ну, подсказка: автором этой цитаты является Роберт Оппенгеймер. Но, предположим, я не знаю, кто это. И дальше у нас будет вот здесь формироваться облако слов. И в идеале, конечно, фамилия Оппенгеймера должна быть самой большой. То есть самое большое количество студентов выберет именно его. Но зато не без интереса можно будет понаблюдать, кого еще они предполагали как автор этой статьи. И, наконец, дальше у нас есть возможность загрузить
изображения, image upload функция. Этот случай, кстати, возможно, вам покажется интересным, когда студент может какое-либо свое изображение загрузить, и потом, может быть, всей группой внимательно рассмотреть, что там он загрузил. В данном случае я придумала вот такой вариант, когда студент может загрузить результат своего фокусированного письма. То есть у вас было задание, скажем, 3 минуты на фокусированное письмо по какой-либо теме. Это будет публичное, то есть все смогут увидеть, что вы там написали. И после того, как они это написали, они могут это сфотографировать с телефона. И если он сидит в ClassPoint в телефоне, то это делается вообще очень легко. Если он сидит не в телефоне, то тогда ему нужно будет выбрать эту картинку с компьютера, на который он с телефона ее пришлет. Это немножко сложно, но, тем не менее, вполне себе возможно. А можно также попросить их заранее сфотографировать то, что они там написали, скажем, в первой половине урока, и во время брейка попросить их обязательно себе на почту выслать или еще куда-то, чтобы потом загрузить вот так. У меня сейчас такого примера нет, поэтому я просто загружу фотографию. Например, своих дедушки и бабушки. На стороне преподавателя фотография большая, поэтому загружаться будет довольно долго. На стороне преподавателя будет хорошо видна эта фотография. Ее можно увеличить, показать всем и как-либо ее разобрать. Так, с этим, я думаю, понятно. Это то, что касается встраиваемых в страницу инструментов интерактивности. Но кроме них есть еще замечательные инструменты, который называется Presentation Tools, которые появляются с установкой ClassPoint внутрь PowerPoint, и которые вы можете использовать прямо во время урока. Не нужно заранее что-либо готовить, но прямо во время урока вы можете использовать целую серию полезных штук. Сейчас я про них расскажу. Давайте теперь рассмотрим, что из себя представляет панель Presentation Tools, которая находится внизу. Начнем рассматривать с самого левого края эту панель и дальше пойдем все время правее. Итак, если вы нажмете на значок My Class, вы увидите, во-первых, сколько всего участников зарегистрировано в вашем классе, сколько из них реально присутствует, то есть участвуют в процессе. В данный момент, естественно, только я одна. А также через эту опцию вы можете поменять класс. Например, на следующий урок у вас не эта группа студентов, другая. И класс, соответственно, имеет другой код. Здесь вы поменяете класс. Вот у меня всего 2 класса и из 3 возможных бесплатной версии, поэтому я на самом деле останусь там, где я есть. Но, тем не менее, вы знаете теперь, где это сделать. А второй вариант, как это сделать, как перейти в другой класс, это нажать на название класса в верхнем правом углу, и вы попадете ровно в то же самое место. Следующая кнопочка – это перечисление всех слайдов, которые у вас есть. Если вы на нее нажмете, вы увидите все, что у вас есть в презентации. И легко можете двигаться с одного слайда на другой. Это, на мой взгляд, чрезвычайно удобная функция. Дальше идут кнопочки вперед-назад, но тут уже все понятно. Далее идет симпатичный инструмент лазер, который нужен для того, чтобы что-то подсветить, а потом он исчезнет. Например, вы рассказываете о чем-то и хотите подсветить какое-то слово или словосочетание. Просто подсветить на время. Вы их подсвечиваете, подчеркиваете, и через время они исчезнут. Это лазер. Дальше инструменты рисования. Я покажу, где они имеют смысл. Это тот случай, когда мы используем whiteboard, например. То есть вам не нужно выходить из презентации для того, чтобы что-то нарисовать на экране. В общем-то, есть даже
определенные заготовочки, что бы это могло быть. Ну вот смотрите, для примера, я нажимаю Whiteboard. Здесь есть простая белая доска, цветные доски, вот такого рода доски, даже канбан вариант есть, и 2 колоночки. Ну, в общем, предположим, у меня есть вариант, ну, какой-нибудь вот такой. Пока студент этого видеть не будет, но на самом деле уже в моей презентации организовался новый слайд. И все, что я буду делать, оно останется в моей презентации. Я могу добавить текст здесь какой-то, я могу стереть то, что мне не понравилось. То есть, грубо говоря, работа на whiteboard — это стандартная работа с доской. Как только я закончила эту часть, я перехожу к следующему слайду. Все нормально, работа идет. Дальше перехожу к слайду. Но если я, например, хочу посмотреть все свои слайды, обратите внимание, то мой слайд вот он. Он как был, так и остался. Вот то, что я делала. Я всегда к нему могу вернуться. И у студентов чуть позже он появится, если нужно будет, чтобы они тоже на экране его видели. Я пропущу пока AI-квиз, я объясню, что это такое обязательно, но пойду пока к таймеру. И здесь функция таймера. Например, вам нужно задать студентам время на выполнение задания, там сколько-то минут. Это будет видно на экране. У них, как вы видите, это не отображается, но на основном экране это видно будет. Здесь есть также замечательная функция выхода в интернет, то есть браузер. Опять же, не надо выходить из презентации, никуда переключаться. Прям сразу здесь вводите необходимый адрес и вперед. Ну, конечно, не всегда возможно запомнить все адреса, нужно заранее подготовиться. Может быть, на слайде заготовить эти адреса. Еще полезная функция, очень классная, это Quick Poll. Что здесь можно сделать? Это прямо здесь и сейчас вы задаете студентам какой-то вопрос. Ну, например, что-то им говорите, и они должны ответить да, нет, или они не уверены. Как только вы нажимаете, активируете эту функцию, у них на экранах у всех появляется вот такая штука. То есть они могут проголосовать да, нет, или они не уверены. Естественно, в режиме реального времени сразу вы увидите динамику в классе. Здесь также есть возможность true-false, ну, я думаю, понятно, как это работает, либо feedback. Опять же, в зависимости от того, какую задачу вы даете, ну, вот тут вот варианты, как они могут прореагировать. Так, это были Quick Polls. Следующая тоже симпатичная функция — это Name Picker, когда вы из всех студентов, которые есть в классе, случайным образом выбираете кого-нибудь для чего-нибудь. Ну, частый случай, когда никто не хочет отвечать, или, например, все хотят ответить, и нужно выбрать только одного. Ну вот здесь вот есть очень симпатичное колесо счастья, когда вы можете нажать автопик, выбрать одно единственное имя, и вам выдаст, кто этот самый человек. Можно выбрать 2 имени. Например, для того, чтобы разбить людей по парам. Дальше последним элементом у нас является leaderboard. Это доска, так сказать, почета. И в ходе урока вы можете давать им звездочки, и система покажет, сколько у кого звездочек, молодец он и насколько он молодец. Самый интересный момент, давайте вернемся сюда. Когда мы в multiple choice, вот у нас уже были ответы, мы сейчас рестартнем эту активность и попросим студентов ответить еще раз. Это просто, чтобы вы видели, как это работает. И выберем там, ну, скажем, C. Когда вы щелкнете здесь, вы увидите, кто конкретно ответил на вариант C, и вы можете дать звездочки всем им, потому что они, например, ответили правильно. А те, кто ответили на B, вы им звездочки не дадите. Окей? А когда вы закроете submission, есть вариант, чтобы вы давали звездочки вообще всем. Ну, например, вы хотите всех вознаградить, кто, в принципе, принял участие в этом конкретно опросе. Итак, мы прошли с вами все кнопочки интерактивности, которые только есть у нас в рамках презентации, которые добавились вместе с
нашей с установкой ClassPoint. И последнее, что я обещала, это AI Quiz. Это квизик, который формируется сразу на месте. Я бы все-таки рекомендовала вам это до урока делать. Именно основываясь на том, что есть у вас в презентации, он сгенерирует вопросик и ответы на него. И далее вы можете проверить ответ, ну и, конечно, сохранить данный вопросик как слайд. Сейчас я вам скажу, что будет ошибка, скорее всего, да, вот она ошибка, потому что у меня уже 5 интерактивных элементов презентации есть. Давайте-ка мы уберем эти интерактивные элементы, выйдем из режима просмотра. Я просто выделю эти интерактивные элементы и уберу, просто delete. И теперь, когда я снова войду в режим слайд-шоу, вот теперь я хочу сделать квизик. И, например, мне это понравилось, и я прошу сохранить как слайд. У меня появился сразу слайд с этими ответами, и это сразу multiple choice. Все это возможно все-таки, наверное, до урока, но можно и во время урока, почему нет, чтобы студенты увидели, как это все работает. Итак, с этим мы закончили. Теперь у нас будет другой блок, где я подробно расскажу, как устанавливается ClassPoint, как работать с ClassPoint и, собственно, как получить достаточно интересную презентацию в конце. В этой секции мы рассмотрим то, как установить ClassPoint на свой компьютер. Если вы в УЦА, то надо просить техподдержку. На всех интерактивных панелях 2, 3 и 4 этажа основного кампуса программа уже установлена. Это, скорее всего, инструкция для вас для установки на компьютер личный. Итак, для этого нам нужно зайти по адресу classpoint.io. Когда вы попадете на данный сайт, сделать нужно 2 операции. Первое. Нужно скачать эту программу. Для этого нужно щелкнуть на названии ресурса, Resources, и далее перейти в Download Center, центр скачивания. Важный момент, для кого-то очень важный. ClassPoint существует в версии только для Windows. Он не существует в версии для Mac. Ну, если у вас Mac, значит, надо ставить на компьютер в университете. Итак, после того, как вы вышли сюда, вы нажимаете на Download for Windows. Пошла загрузка. И здесь у вас краткая инструкция, что с этим делать. Сначала загрузить, потом проинсталлировать и потом войти. Ну, есть здесь даже Installation Guide. Довольно-таки миленький, все понятно. Это вы можете к нему перейти чуть попозже, уже когда действительно будете устанавливать. Либо сейчас можете поставить на паузу и как минимум скачать данное программное обеспечение. Следующим шагом или параллельным шагом у нас должна быть функция входа, то есть авторизация. Первый раз нам это обязательно нужно сделать. Для этого нам нужно нажать на Sign Up. Вообще мы практически никогда не будем с вами работать на сайте ClassPoint. Вся работа будет производиться внутри PowerPoint. Но, тем не менее, первый раз зайти нужно здесь. Для этого, когда мы нажали на Sign Up, я очень рекомендую вам не писать имейл, а зайти через уже существующий имейл, например, свой рабочий имейл. Ну, я вот выберу сейчас наш имейл отдела и пойдем вперед.
У вас будут небольшие вопросы, маленький опросник, собственно, кто вы и что вы. Нажимаем Finish Sign Up. Попадаем в личное пространство здесь, на ClassPoint. И в этом личном пространстве на ClassPoint мы, в принципе, можем ничего особо и не делать. Здесь у нас есть симпатичное видео, тоже можете его посмотреть. Здесь вам объясняется, что необходимо сделать после установки. После установки, скачивания установки нужно войти внутри PPT, то есть внутри PowerPoint, создать свой первый класс и, естественно, предлагается дальше же проапгрейдиться на более высокую версию за денежку. Нам этого делать не нужно. Также здесь есть, видите, Download for Windows кнопочка, которая позволяет скачивать. Ну, кстати, у нас скачивание уже закончилось. Размер файла .exe 59 мегабайт. Итак, сейчас мы перешли в классы, и мы можем создать здесь наш первый класс. Классы мы можем создать и через PowerPoint. Но я предлагаю первый все-таки создать здесь. Что здесь нужно сделать? Ну, вот тут у меня уже были заготовочки. Например, можно создать, скажем, класс name у нас First Year Seminar 2024, группа, например, 1, или все что угодно здесь можно написать, это имя класса. А вот класс-код должен быть минимум 4 символа, максимум 8 и желательно понятный. То есть цифры, символы, что-нибудь ясное. Ну, например, First Year Seminar, ну, скажем, там, не знаю, 21. Главное, что это более-менее понятно. Сохраняем. Итак, у нас появилась первая группа. В этой группе, вот это важный момент, нужно запомнить, надо добавить участников. Можно добавить их всей кучей. One name per line, то есть один за линию. То есть, грубо говоря, Маша, простите, я просто сейчас пишу имя, вы можете написать имя и фамилию, или фамилию и имя. Главное, чтобы вы потом студентам передали то, как они зарегистрированы в системе, чтобы они также могли ввести. Например, вот я, видите, как сделала. И дальше говорю next. Он уже разделил их на 3 отдельных имени и создал мне этих 3 человека. То есть это не обязательно делать вручную по одному. Если у вас есть список ваших студентов заранее подготовленный, вы, в общем, достаточно быстро все это сделаете. Удалить студента можно, нажав на 3 кнопочки, простите, 3 точечки, и на этом все. Можно ли удалить класс? Да, можно. Для этого надо перейти в Settings и выбрать Delete класс. Итак, это был наш первый класс, который мы создали, в котором пока еще мы не имеем участников, все это потом. Код класса вот такой. Что еще здесь интересного? Ну, пока у нас никакой активности не было, никаких репортов не может быть. Это, собственно, аккаунт. Сейчас у нас Basic, основной, базовый или бесплатный вариант аккаунта. Еще раз, я уже об этом говорила, но на всякий случай, в каждой группе может быть не больше 25 студентов, но в большинстве случаев у нас именно так, и это хорошо. То есть мы вписываемся. Не более 5 интерактивных встраиваемых активностей в презентации и gamification на базовом уровне. В общем-то, это все, что нужно вам сделать в рамках сайта ClassPoint. После этого сайт ClassPoint можно закрывать. Теперь нужно перейти в загрузки и запустить ClassPoint .exe. Итак, вот у нас пошла установка.
Открылось первое окно, нажимаем Run. Выбираем «Я принимаю условия», Install. Да. Next. Completed. Запустить класс Point. Ну, запустить класс Point будет означать на самом деле запустить PowerPoint. Открылся, у меня уже вот эта презентация здесь, и сразу в PowerPoint у вас будет активна вкладочка класс Point. Первая вкладочка, которая будет сразу видна. Здесь нам нужно залогиниться, то есть активироваться, аутентифицироваться. Простите. Для этого мы снова выбираем все тот же самый аккаунт, которым вы до этого пользовались. В моем случае это CTLT, сейчас я войду. Вот мы благополучно входим. И становится активно здесь все, что связано с нашей учетной записью. А именно, вот эти 5 функций, которые вам доступны в бесплатной версии. Multiple Choice, Word Cloud, Short Answer, Slide Drawing и Image Upload. Доступ к настройкам по вашим классам. Вот они, ваши классы. Вот класс, который мы уже тогда создали. Вот возможность создать новый класс. В том классе, который мы уже создали, если на него нажать, можно добавить участников или экспортировать даже через CSV файл. Может быть, кому-то это будет удобно. Можно подредактировать название класса и его код. Это все еще реально. Ну, собственно, по классам это вот эта кнопка. С установкой, я думаю, мы разобрались. Важный момент. Очень редко, ну такой может быть, как с любой программой, зависает что-нибудь, или функция какая-то зависает, или сам PowerPoint зависает, ничего страшного. Программу нужно закрыть и заново открыть. Теперь давайте рассмотрим детально, как использовать функции встраиваемых элементов интерактивности класс Point. Как это делается? Итак, у нас есть презентация, уже готовая, там что-то есть. И вот на каком-либо слайде вы хотите провести, предположим, опрос. Это может быть, как мы знаем, Multiple Choice, Word Cloud, Short Answer, Slide Drawing или Image Upload. Вы решаете, что из этого будет. Вы можете нажать здесь, можете нажать здесь. Если эта панель видна, если не видна, нажмите здесь. Например, это будет multiple choice. То есть у вас есть какой-то уже вопрос здесь на слайде. У меня сейчас его нет, но он, предположим, уже здесь есть. После того, как вы нажали на кнопку multiple choice, отобразился элемент. С правой стороны вы видите, появилось окошечко с настройками. Итак, что у нас здесь есть? Ну, во-первых, вы можете посмотреть туториал по этому конкретному типу интерактивности. Дальше. Сколько будет вариантов ответов? Вы выбираете в зависимости от вашего вопроса. Сколько у вас там всего? A, B, C, D или может быть больше. Вот тут вы выбираете сколько. Дальше. Можно ли принимать несколько ответов? И если правильный ответ, укажите. Дальше, как будет это отображаться? Может быть, сразу, как только вы перейдете на этот слайд, сразу запустится multiple choice. Призываю вас проэкспериментировать. Дальше здесь еще дополнительные 2 функции есть. Минимизировать окно активности после того, как активность стартует. Скорее всего, вот в такой связке они должны идти. А также автозакрытие submission после там какого-то количества секунд. Ну, также нужно подумать, стоит ли это делать, но проэкспериментировать точно стоит. Это что касается multiple choice. Давайте я его удалю. Поставлю следующий этап, это Word Cloud, и посмотрим, что здесь есть. Здесь у нас сколько принимается ответов, до 5 их может быть. Одно только слово или там словосочетание, или 2 раза можно ввести, или 3.
Дальше. Опять Start Activity with Slide, Minimize, ла-ла-ла и After Close Submission. Здесь все достаточно просто. С Word Cloud разобрались. Следующий у нас Short Answer. Short Answer, опять же, есть возможность Multiple Submissions, up to 3. А вот появилась функция скрыть имена участников, когда просматриваются респонсы. Ну, бывает ситуация, когда, наверное, это вполне себе оправдано. Имейте в виду, что в случае с Short Answer это доступно. Ну и знакомые нам уже функции. После Short Answer мы рассмотрим с вами Slide Drawing. Здесь также есть функция скрыть имена. Ну и дальше стандартные Play Options. И, наконец, Image Upload. Здесь также можно скрыть имена. Стандартный Play Options. И можно запросить, затребовать подпись картинки, если это требуется. Всегда, заметьте, есть туториал, где вы можете ознакомиться с этой функцией более подробно. Итак, со встраиваемыми элементами мы разобрались. Также здесь есть функция, скрывающаяся за Quiz Ideas. Это идеи для Multiple Choice, например. Также есть идеи для Word Cloud, для Short Answer. Ну, что это такое? Не всегда недоступно. Там, где Pro, это значит недоступно сейчас. Ну, например, вот в Multiple Choice есть симпатичная вот такая штукенция. Можно ее использовать как вставить ее как темплейт. Или, ну, например, вот так это будет выглядеть. Посмотрите, может быть, что-то из этого вам покажется симпатичным. Не думаю, что это вы часто будете использовать, но тем не менее. О такой функции знать нужно. Вот Insert Template. И у нас этот темплейт встанет на наш слайд. Так, закроем и получаем. Вот он, Word Cloud. Ну, это можно изменить. Эту картинку можно поменять. Очень симпатично смотрится. На этом все. Мне кажется, мы очень подробно рассмотрели этот инструмент. Пожалуйста, дайте знать, если у вас будут вопросы. Спасибо. В заключение хочется сказать, PassPoint — это мощный инструмент, который может серьезно улучшить процесс обучения, делая его более вовлекающим и интерактивным. Призываем вас попробовать его в работе. Спасибо за ваше время. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Пока.